Всем привет, пацаны. Ну что, с радиатором печки мы разобрались. Теперь свистит моторчик печки. Чтобы его снять, изначально нужно снять здесь вот обшивку, у нас крепится на двух болтах. Далее смотрим сюда, под ней залазим. Вот здесь вот это вот язычок. Его отгибаете и весь моторчик поворачиваете. Еще не забывайте про штекер. Штекер тоже надо сначала снять, чтобы он вам не мешал в дальнейшем. Всего отделяете, вытаскиваете и выкручиваете моторчик. Отгибаете вот этот язычок и весь мотор поворачиваем. Вот так. Итак, вот я отогнул маленько, маленько повернул. То есть вот, просто поворачиваете. Все, и вот он выходит. Чтобы его вытащить, ну просто тут что-то отогнуть, что-то подогнуть. Он в принципе болтается. Ничего сложного, тут разберетесь, провода отодвинете, воздуховод отодвинете и вытащите его. Сейчас я вытащу, покажу, что дальше. Вот я снял моторчик печки. Вот как тут все выглядит без него. Все, далее. Ну, в принципе, свист это, сами понимаете, что там. Уже все втулком приходит хана. Проверяйте, как он крутится. Ну, легко, тяжело. Вот у меня вот почти не крутится. Ну, тут будет что? Просто смажем вот эту втулку. И не разбирая, снимаем вот этот такое окошечко. И смажем вон ту втулку. И все, можно смазать маслом, можно выдыхать. Ну это же все временное решение, сами понимаете. Так что как-то так. Взял просто, пацаны, выдеху. Ну вот, смотрите, как он крутится. То есть он почти не крутится. Ну и смазываю вот эту втулку. Как смазываю? Просто забрызгали и все. Будет работать, посмотрим. Там видать, что она уже ржавая вся. Уже заметно легче. Так, ну и с обратной стороны вон ту. Сейчас не должно свистеть. Как бы не особо легче-то стало, но полегче крутится. Все, и устанавливаем в обратном порядке. Кстати, вот этот ежик называется, если что. Ну что, установил я ее обратно, этот моторчик печки. Но все же отломил этот усик. Не спецом, но отломил. Держится. Все, вставляю штекер обратно. И проверю, сейчас работает. Без посторонних шумов или как. Дует, не слышно, как работает. Не свистит, не скрипит. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.